Сегодня мы поговорим о том, как уйти с найма и начать собственное дело или просто не работать в найме, но чтобы хватало на путешествие и наслаждение жизнью. Меня зовут Салим, это канал ТНМ, мы начинаем. Итак, давайте вкратце я расскажу вам немножко о свою историю, потому что, чтобы вы понимали, чтобы это выглядело более реалистично. Я такой же обычный работяга, как и, в принципе, многие люди, потому что 90% людей таки работают в найме, на заводах и в офисах, ну и так далее. Что я хочу сказать? Что я работаю уже в найме около, всю свою осознанную жизнь. То есть я первый раз пошел работать лет, наверное, в 16 официантом, и где-то до 20 лет я работал официантом. Потом так получилось, что я приехал в Южную Корею и стал здесь работать, на заводах и так далее. Но работая на дядю в найме, я всем нутром сопротивлялся, я не хотел работать в найме, и я думаю, таких людей много. И вот тогда я начал слушать разные аудиокниги, когда работал на заводах, о саморазвитии, о финансовой грамотности. И в первый раз я послушал книгу Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», и она просто перевернула мир внутри меня, потому что я раньше действительно не осознавал, насколько важно понимать, что, допустим, дом — это не актив. Я не знал этого. Я считал, что правильно сначала хорошо учиться, потом найти хорошую работу с хорошими льготами, и в старости тебе будут платить пенсию. Но я заблуждался, и прочитав эту книгу, я это осознал. И знаете, вот тогда и наступил тот момент, когда я начал думать. Мне был 21 год. Я могу сказать, что промежуток между тем, что я ушел с найма и задумался об этом, прошло несколько лет. И я все эти годы работал в найме. Дело не в том, что это занимает очень много времени, а дело в том, что перестроить свое мышление сложно так быстро. На это немного времени надо. Возможно, вам может помочь какой-нибудь наставник в этом, но у меня не было тогда наставников. И вот идея такая: с нуля достичь $1 миллион и показать это на собственном примере. То есть я с моим другом и партнером, и мы сооснователем этого канала, мы вещаем о том, что с нуля создаем $1 миллион и показываем это на собственном примере. И выпускаем ролики такие, как вот этот, доказывая людям, что вот оно работает. У нас еще нету $1 миллиона, но я верю, что он у нас будет. Я знаю, что он у нас будет. Сейчас я вам докажу. Смотрите, мы, проработав много лет уже в Южной Корее, работали в основном только на заводах и физическим трудом. И понимаете, когда вы получаете зарплату минимум $2000, не особо хочется куда-то двигаться, потому что тебе кажется, что уже все нормально, куда еще? $2000, вы посчитайте, сколько это денег. В принципе, любой человек скажет, что этого хватит. И действительно этого хватает. Но недавно, когда мы ездили на бизнес-сообщество, там выступала спикер одна, она психолог. Она сказала такую вещь, что 90% людей, и в целом основная масса людей, которые работают в найме каждый день от зарплаты до зарплаты, это нормальные люди. Нормально работать в найме, нормально жить от зарплаты до зарплаты. Если ты смотришь это видео, скорее всего, ты не хочешь работать в найме, и скорее всего, ты хочешь достичь чего-то большего, разбогатеть, может быть, стать тоже долларовым миллионером, как и мы, но хочу сказать тебе, что это ненормально. Это ненормально, и этого добиться сложно. Сложно в каком плане? Сложно начать с того, чтобы переосмыслить, поменять свое мышление. Сейчас я мыслю как миллионер. Поэтому я знаю, что я стану долларовым миллионером. Основная мысль — это то, что началось все с того, что мы взяли курс по финансовой грамотности, начали изучать финансовую грамотность, после этого начали инвестировать на фондовом рынке. Затем мы взяли менторство у человека, с которым мы не были знакомы. Мы познакомились с ним на вот этом курсе по финансовой грамотности, который... мне там, например, понравился его бэкграунд, он рассказал о себе интересные вещи, чем он занимается, и я так, послушав его, думаю, круто, мне нравится. Я бы хотел, чтобы он был моим наставником, причем, что у меня не было никогда опыта работы с наставником. И представляете, я просто беру, отправляю $1500 неизвестно куда, неизвестно какому-то дядьке, и я не знаю, что мне ожидать. Может, он возьмет эти деньги и скажет: все, давай, до свидания, спасибо, молодец. Но нет.
Я отправил на доверии просто, ну это риск. И вот в этом и идея. Уметь рисковать. И вот за эти $1500, поверьте мне, я получил намного больше, чем эти $1500. И в чем идея вообще этого видео? Что я хочу доказать вам, что действительно можно добиться чего-то. И вот сейчас наступает момент, мы с моим другом ушли. Вот сегодня у нас на момент записи этого видео 4 мая. С 1 мая мы уже не работаем. То есть сейчас я вот записываю видео, я не работаю в найме. Но когда я уходил, я думал, блин, ну у меня нету четкой идеи, у меня нету четкого плана. У меня как бы был план такой поверхностный, но я думаю, блин, у меня нету четкого плана, чем мне заниматься, на что мне жить, на что мне зарабатывать. Я думал, блин, я уйду, и когда я уйду, мой мозг в режиме, знаете, такого стресса, он должен что-то придумать. Когда мозг находится в стрессе и в такой, когда тебя в угол загоняют, ты начинаешь быстро находить решение. И вот получается это как бы искусственно созданное вот обстоятельство, которое тебя заставляет придумать что-то. Удивительно то, что все сходится так, как надо, когда ты рискуешь и действуешь. И как только мы покинули этот завод, решение пришло само. Нам тут же поступило предложение от нашего же ментора, что давайте запишем подкаст, во-первых. Первый онлайн-подкаст, кстати говоря, мы записали с нашим ментором. И на этом подкасте он потянул нас в движуху, в которой он сам варится. И получается так, как будто бы звезды так совпали, что мы уходим с найма, и тут появляется возможность вдруг внезапно. Я такой думаю, блин, вот оно как это работает. Надо научиться рисковать, надо научиться действовать. Все. И тебя вознаградит Вселенная. Кто не верит, например, в это, могу вам сказать, я сам не верю ни во что, но я верю в то, что есть такое. Как хотите, можете это называть. То есть, если ты стремишься, если ты уже действуешь, предпринимаешь шаги к чему-то, к чему-либо, тебя обязательно все равно это приведет к тому, чего ты хочешь. Хочу сказать тем, кто смотрит это видео, ребята, просто действуйте. Действуйте и не бойтесь. Я сам вот на собственном примере показываю, что я ушел с завода, я ушел с найма, и у меня нету там миллионов в запасе, чтобы не работать. Я ушел, и я начинаю действовать. Я начинаю думать, у меня мозг начинает придумывать какие-то выходы. Так что не бойтесь, и у вас все получится. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нам очень важна обратная связь с нашими зрителями. Пока-пока.